Иногда так бывает, что ты живешь, планируешь, что-то происходит, что-то устаканивается. А потом в один прекрасный момент происходит одна резкая вещь, и все достаточно сильно меняется. Как будто бы жизнь переворачивается с ног на голову. И ты такой: ого, а что, так можно было? История, которую я хочу вам рассказать, будет именно такой. Местами необычной, но по-своему прекрасной. Начало 2024 года не предвещало серьезных перемен. Зимой мы с братом делали IT-проект. Решили, пока нейросетки еще окончательно не захватили мир, то можно начать обучать людей программированию, хотя бы на каком-то уровне. Почему нет? Это машинный код, который переименован. И поскольку мой брат живет в Питере, я часто приезжал туда. Весной даже снимал себе квартиру в старом-старом историческом доме. Периодически я возвращался в свой любимый домик на даче, а потом спустя какое-то время снова уезжал в Питер, так как у нас было холодно, и в мае шел снег. А так хотелось тепла, которое было в Питере в те месяцы. Еще мне нравилось гулять в лесах на Карельском перешейке. Там сосны будто упираются в самое небо. И воздух такой чистый-чистый, свежий-свежий. Сказка. Постепенно пришло лето, и у моего друга наступил день рождения. Подарок он себе нашел, повидавший жизнь УАЗ. Для нас, для всех это стало огромной неожиданностью. Особенно запомнились первые поездки, когда мы, во-первых, учились максимально грамотно и безопасно для себя управлять машиной, а во-вторых, пытались понять, как она себя поведет на бездорожье. Слева не пройдем, нам потом туда рубиться направо. Может, по другому маршруту? Я говорю, мы уже не выйдем, я говорю, просто вперед дорогу. Ну и, конечно же, первый ремонт. Лобовое стекло было с трещиной, и мы пытались целые 2 недели с помощью болгарки и подручных инструментов его вставить. А может, тут сначала нужно было вверх сделать? Нет. Почему? Вставляй всегда снизу. Мы его не сдвинем? Затем за руль попробовал сесть я. Чтобы вы поняли, что я ощущал на тот момент, я уже 3 года не водил машину, просто ходил пешком. А тут большая машина, объемный мотор. Ты пытаешься кое-как найти сцепление, найти газ, тугая непонятная коробка, которая неизвестно как работает. И в итоге сказать, что ощущение был вагон, это не сказать ничего. Сидишь в машине, то на переднем, то на заднем сиденье, и ты видишь, что как бы земля боком на уровне твоего стекла, потому что УАЗик из-за лужи вот так вот накренился. Образом я врезался задним крылом и затем передом вошел прям бампером. Но в итоге мне это так понравилось, что я решился. Ехать 4 часа, так что вперед. Мы в Калуге. Нет вмятин. О, нету окна, но надо оставить, чтобы жарко не было. Это хорошо, все. И фонари увидели. Это фар. Но покупать этот УАЗ мы не стали. Мы поехали смотреть другую. Уже УАЗ только, буханка, а не Хантер. К сожалению, прошлый водитель, который был, он нам немножко наврал. У него не работают тормоза, он нам предлагал прям ехать на ней. Не очень получилось. Решив все-таки не уезжать с пустыми руками и недолго думая, мы нашли в городе Руза внедорожную буханку, которая по описанию владельца была уже с внесенными изменениями и на ходу. Владельца, кстати, звали Станислав. И оказывается, в доковидные времена у него был свой собственный огромный внедорожный клуб. Чем быстрее вы его пройдете, тем лучше. Это понятно. Где эта буханка была президентской машиной и участвовала во всевозможных соревнованиях и забегах. Не знал, что такое будет, но идем договариваться насчет машины. Дичь лютая. Ой, штуку мы купили. Будем учиться. А, и у меня есть чел
Новогиреево. Его можно пригнать, он тебе все настроит. Как я уже рассказывал, я не сидел за рулем несколько лет, и по некоторым причинам немножко побаивался машин. Помню, что в свое время немножко подровнял ласточкой отца Сосну. Привет, папа. Видели, как вы напугали народ, когда вы стрелять начали? Да, стрелять начали? Нет. Да, ты вы... А что-то вы прям что-то было? Звук был, да? Звук, как люди. Так, мы снова в дороге. Ничего, правда, не видно, но мы побыли на заправке, заправили масло и поехали. Да, у нас мотор работает на масле. Конечно, домой машину повел Дима. Я был штурманом, сидел рядом и максимально пытался сохранять спокойное состояние. Проехать нужно было 400 километров, с машины постоянно что-то капало, постоянные звуки, она еще была на газу. Когда мы ехали в горку, в конце она всегда начинала глохнуть и начинала пахнуть газом, картины маслом. Не забуду никогда. Я же не могу нас всю дорогу выкупить. А вот это, по-моему, верхнее, да, место? Понятно, что это такое капает сильно-то. Я весь день переживал сегодня насчет номера рамы, о том, что будут какие-то проблемы с постановкой. Я не знаю, есть ли этот номер рамы еще или нет, потому что мы его так и не нашли. Но я сейчас потер пальцем в одном из мест, и кажется, я обнаружил, что все-таки номер рамы есть. Щеточкой. А вы знали, что около 40% населения Земли имеет привычку заедать стресс? Но, видимо, я не отношусь к их количеству, потому что у меня стресс переходит в нехватку сна. Сравниваем с АТС-кой. Так вот, после покупки машины со сном были огромные проблемы. Вопросов, которые я себе задавал, был миллион. Ночью я ужасно спал. У меня есть такое, что я сплю, потом просыпаюсь, и перед глазами я вижу, что как будто здесь детали от УАЗа валяются, там я думаю, что они делают в доме. Потом опять в сон отпрокидываюсь и опять начинаю спать. Это явно у двигателя обороты уменьшать, нужно этому тоже учиться, потому что двигатель старый, понятия не имею, как с ним работать и что с ним делать. Поскольку у меня навыки вождения тоже слабые, из-за того, что я 3 года не водил, нужно это тоже наверстывать. И чем больше я об этом думал, тем больше я себя накручивал. В итоге, что меня спасло? То, что после покупки у меня была неделя отдыха в Карелии, где я спокойно отдыхал, медитировал рядом с природой и пытался отойти от всего этого. Максимально дистанцироваться. А вот когда я приехал, началась рабочая неделя и усиленное изучение узлов, агрегатов, что нужно обслуживать и как это устроено. Бенц, пытаюсь понять. Я вижу входное и выходное. А, бензонасос вообще просто так висит. Вот у тебя бензин сюда поступает, вот по этому шлангу, в карбюраторе там, а здесь излишки, его убираются. Перед нами стояла тяжелая задача. Во-первых, нужно было разобраться, что в машине сделано своими руками, а что осталось от завода. Во-вторых, понять, какие детали недавно заменены, а какие лучше поменять. И в-третьих, проанализировать, какой ресурс остался у машины и правильно провести техническое обслуживание. И целых 1,5 месяца по вечерам мы долго-долго в этом разбирались и потихоньку приводили машину в порядок. Маленький интересный факт для вас. Даже небольшой глоток бензина может попасть в легкие и вызвать химический пневмонит с быстрым воспалением и повреждением тканей. Никому не рекомендую так делать. Че, клевнул? Нет. Нет? Молодец. Несмотря на постоянный ремонт, веселиться тоже никто не забывал. Пока моя машина чинится и нужно менять что-то там, что связано с насосами, поедем в лес на другой машине. Мы не знаем, сколько Обратный дальше маршрут будет через то жопу, где мы последний раз вытаскивали. То есть Да. вот так вот по кругу. Приняли решение дальше не ехать, потому что на машине тестируем сейчас двигатель, в принципе, его охлаждение. Дальше огромное количество грязи. Не факт, что мы проедем, темнеет. Лучше придумать и найти какой-нибудь другой маршрут.
Нормальных идей, как снять газ из-под машины, так и не придумалось, потому что баллон полный, он весит около, я не знаю, 40, 50, 30 килограмм, сколько. Так что буду пробовать следующую штуку. Возможно, аккуратно в течение дня спущу газ из баллона, а потом попробую его снять. План был надежный, как швейцарские часы, а вот реализация, как это часто бывает, подкачала, и аккуратно не получилось. Думаю, у многих в России, как и у меня, есть стойкое убеждение, что газ – это штука страшная и очень опасная. Поэтому, когда я начал его спускать, я действовал максимально осторожно. Открывал баллон понемногу, а потом спустя какое-то время снова закрывал, чтобы тот мультиклапан, который есть в баллоне, не замерз от холодного газа и не произошло неконтролируемого выброса. Из-за такой стратегии все это удовольствие растянулось на 6 часов, и вся улица вокруг пахла тем веществом, которое специально добавляют в газ, чтобы он чувствовался. И вдобавок я постоянно боялся, что если рядом проедет машина, то остатки газа могут сдетонировать и будет взрыв. В общем, день кончился максимально на нервах. Изначально в машине было установлено 2 баллона на 93 и 75 литров. И со вторым я решил кардинально поменять тактику. Спустить весь газ резко, за 20 минут, максимально открыв вентиль. Пускаю второй баллон. Уже не так страшно, как первый. 2 часа, думаю, хоп, и готово. Оказалось, что второй план удался как нельзя лучше. Быстро и без нервов. И потом, спустя месяц, была первая поездка. Маза? Да. Она прям тяжелые. Да, держитесь! Далеко мы, правда, не уехали. Всего прокатились 200 метров, и у нас сломался карбюратор. Карбюратор — это узел, который отвечает за смешивание бензина и воздуха, и затем подает эту смесь в двигатель. Как хорошо, что есть всегда добрые люди, которые могут тебе помочь. Все, проехали. Мы уходим. Да, ладно. Покидаем нашего друга. Надеюсь, ненадолго. И затем снова ремонт. Беспощадный, ежедневный ремонт. В машине после поломки поставили новый карбюратор, потому что старый весь стек. Кажется, это нормально. Но теперь почему-то, вот по крайней мере вчера вечером, при прогреве до 80 градусов появляются какие-то стуки. Как будто вот 2 такие большие чугунные железки лупят друг об друга со всех сторон. Но как бы то ни было, опыт нарабатывался. То, что раньше давалось с трудом, оказалось непонятным, теперь начинало получаться. Сначала медленно, потом все быстрее и увереннее. И в какой-то момент приходит осознание, что ты наконец-таки понимаешь, что ты делаешь. Рулевой редуктор немножко отремонтировал, и сейчас важно его настроить. И, наконец, труды начали давать результат.
Первые поездки в лес были осторожными, так как управлять таким монстром, да еще и на бездорожье, дело непростое. Если в начале, как я уже рассказывал, я практически не управлял машиной и не водил около 3 лет, то после такого опыта у меня немножко все поменялось. Я стал кататься на мотоциклах, а через какое-то время уже купил вторую городскую машину. Научился пользоваться различными механизмами, бензопилой, например. И тот страх, который раньше сдерживал, он словно растворился. Да нет, ну люфт руля неплохой, но Зимой это не имеет значения. хрен бы с ним. А вот всю мощь настоящих бездорожных покатушек Всё, с шеф, УАЗом трогай. мы прочувствовали в конце зимы, после всего основного ремонта, который был сделан. В лесу, кстати, ездить на буханке заметно сложнее, чем на УАЗе Хантере. У нее длиннее расстояние между колесами. Это как раз называется колесной базой. И между деревьями становится проезжать уже не так просто. Иногда приходится буквально протискиваться, а порой задеваешь стволы. Зимний лес, конечно, это сказка. Сейчас скоро будем приближаться к месту, где я разбил стекло. Посмотрим, что там. Мы планировали довольно короткую поездку по тем местам, где летом проехать не получалось. Там были очень глубокие лужи. Зимой все это замерзло, и появилась идея проехать по небольшому кругу, заодно посмотреть на зимний лес и спокойно вернуться обратно. Давай. Первым нашим приключением стала расчистка дороги. Видимо, после одного из ураганов, которые тут случаются, упало дерево. Оно уже было сухое, и такое ощущение, что пролежало здесь с осени. И как это часто бывает, Дима проехал без особых проблем, а у меня начались трудности. В итоге решили просто вытащить дерево и дорогу расчистить, Ломается. и другим проезжать легче будет, и мы сами спокойно, без всяких объездов, сможем ехать дальше. Хорош. Главное, сцепление отпусти, чтобы был рывок нормальный. Поехали. Погнали, отпусти. Я сказал, все отлично. Да, хорош. Дорогу равняем. Это тот маршрут, который мы никогда не могли проехать летом. Визуально. Это ключевое слово. Здесь вроде бы просто лед, но под ним метр, а то и 1,5 воды. Я такой еду и думаю, как же не хочется туда провалиться. Но, как оказалось, судьба решила преподать другой урок. Подожди, ты ехал на полном приводе или Так, Накер, у тебя не включится, ты? Подожди. Без древени. Еще назад, давай, может получится. Она не сильно глубоко. Давай. Назад надо было, Соловёна, колесо сзади стояло на ректине. Ехать, это назад ехать! Залезь, давай. Давай, дальше. Давай. Мы не просто засадили машину, мы ее еще закопали попытками выбраться. А еще оказалось, что у нас не работает лебедка, и дела стали вообще не очень.
Нам ничего не оставалось, кроме как разбивать лед, таскать его вручную и всеми возможными способами пытаться вытащить Бухан. Раньше крутилось вот это колесо, теперь оно не крутится. Да, именно в этот момент мы и порвали передний мост. Хорошо, что несмотря на все случившееся, погода в этот день выдалась хорошей. К сожалению, мы не смогли вытащить машину и сейчас вернулись на обед, потому что сил уже больше нету, хочется очень сильно кушать. В итоге решили взять также все инструменты, лопаты, маски, чтобы можно было долбить лед и ничего не летело в лицо, кирки, топоры, вообще все, что есть, даже бензопилу, и затем уже попытаться поработать с этим. Не, ну Патрик тяжелый в любом случае, нам-то главное что? Мы своими силами долбили лед еще 5 часов. А когда силы окончательно нас покинули, решили пора и вызвали внедорожную эвакуацию. Нас приехали спасать. На улице температура минус 15. О, прикольно. С электронными весами. А когда работаешь с небольшими нагрузками, они необходимы. Почему? Чтобы понимать, выдаешь ли что-нибудь или нет. Особенно, знаете, как интересно, большинство, 90% вот думают, вот лебедка стоит, у вас по заявлению там 12-тысячный, да, там по паспорту она сколько там, 4,5-5 тонн типа тянет, да? А в реальности, особенно когда поработать минут 10, если замерить тягу, она порой даже и тонну может не выдать уже, особенно когда нагреется. То есть максимально 2200 у нас была нагрузка. Вот, трехкратную запасовку, при усилии где-то 2200 она тронулась, но потихоньку мы ее, потому что все равно за фаркоп только зацепили. Вот, потихоньку с остановками, потихоньку ее сюда начали тянуть, видишь, да, уже сантиметров на 20 приподнялась. Обратите внимание, под машиной спереди там лед. Несмотря на все, буханочка все-таки завелась. Ребята проводили нас до выхода из леса. Спасибо им огромное. Да. Весьма любопытный опыт. Ребята в итоге нас вытащили. Все прошло хорошо. Они справились минут за 10, за 15 с нужным оборудованием. Такое ощущение, что прям нужно задуматься об оборудовании. С одной стороны, оно стоит действительно много, но дают какую-то гарантию. С другой стороны, можно так каждый раз вызывать и, в принципе, особо не париться. Вот. Но при этом у буханочки, возможно, сломалась в мосту передняя ось, либо что-то произошло с хабом, потому что кардан крутится, передний мост не крутится, и передний привод, в принципе, не работает. Это одна из проблем. Вторая проблема, когда ехали назад, сломалась рулевая тяга, и пришлось чинить. Хорошо, там только сломалась гайка и куда-то делся шлиц, поэтому мы просунули и поставили гвоздь. И в итоге она заново начала держаться, хоть люфт вот такой, руль ходит из стороны в сторону. Доехать до дома удалось, дорога была спокойная, и тут тоже все обошлось. Последний такой жесткий выезд был осенью. Это, видимо, было завершение. Сейчас жесткое начало сезона, это конец зимы. Ну что ж, дальше я надеюсь, что будет лучше. В конце хочется сказать какой-то эпилог. Бывают разные хобби. Какие-то легкие, расслабляющие, какие-то требуют сосредоточенности и времени. Есть хобби для удовольствия, есть для вдохновения. А есть такие, которые становятся настоящей школой жизни. И эта история как раз получилась именно из таких. Это хобби научило работать с железом, разбираться в деталях, схемах, понимать, как устроены вещи. Научило аккуратности, терпению, вниманию, отношению к мелочам. И даже помогло смотреть иначе на этот мир. Немножко проще, что ли. И на самом деле это рост. Это опыт, преодоление. И как же хорошо, что это все есть. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Я вас
Очень рад видеть. Пока-пока.